О чем вы думаете, когда слышите слово «Уругвай»? Кто-то вспомнит Наталью Орейро, кто-то подумает о танго, а я предлагаю задуматься о музыкальности и звучности испанского языка. Звучность – это вполне объективная характеристика звуков речи. Кстати, звучность еще называют сонорностью. Это удобный термин, чтобы не получалась звучность звука и прочее масло масляное. Упрощенно можно сказать, что сонорность – это относительно громкость звука, а она обратно пропорциональна сужению в речевом тракте. То есть, если рот открыт широко, язык опущен – это максимальная сонорность. Какой звук при этом получается? А. Если же на пути воздуха из легких стоит преграда, то сонорность падает. Минимальная сонорность будет, если полностью перекрыть ток воздуха. Какие звуки получаются здесь? Это П, Т, К. Их называют взрывными согласными, потому что для них мы создаем преграду-смычку на пути воздуха, а потом резко ее разрываем, и звучит взрыв. Остальные звуки размещаются где-то между этими крайностями. Если максимально упростить, можно выделить 3 уровня сонорности. Самые сонорные звуки – это гласные. Для них поток воздуха выходит из легких без существенных препятствий, поэтому звук получается громкий. Гласные можно петь а, и. Согласные отличаются от гласных тем, что для них создается преграда на пути воздуха, поэтому их сонорность ниже. Согласные очень неоднородные, и их можно разделить как минимум на 2 группы – сонорные и шумные согласные. Сонорные согласные или соноранты заметно более звучные. Это такие звуки, как н, л, р, и. Сонорные согласные при желании можно петь, как Высоцкий. Ветер пью, пропадаю, не успел, кричу коням. То мне птица Камаюн, то ли осерчал. Шумные согласные или обструенты – это такие звуки, как п, б, с, з. Кстати, чаще всего парные глухие звонкие согласные – это именно шумные, как т, д. А вот сонорные обычно только звонкие, как н. Глухие сонорные тоже бывают, но об этом как-нибудь в другой раз поговорим. Очевидно, звонкий согласный более звучный, чем глухой. Это мы тоже запомним. Внутри каждой из 3 категорий можно выделять свои уровни сонорности. Например, гласный А более звучный, чем более звучный, чем И. Но для разбора испанского языка нам вполне хватит всего 3 категорий. Если сравнить частотность разных фонем в испанском и русском, то испанский явно оказывается более звучным. В нем больше гласных и сонорных согласных. Но и этого мало. У испанского языка в арсенале есть несколько дополнительных приемов, как повысить звучность. Кстати, есть исследования, которые показывают, что в жарких странах языки более звучные. Ссылка будет в описании. Главные враги звучности – это взрывные согласные. П, Б, Т, Д, К, Г. Для них мы полностью перекрываем ток воздуха из легких, потому звучность и падает. Произнесите Б. Чувствуете, как плотно смыкаются губы? Очень яркая черта испанского языка – это замена звонких взрывных согласных на аппроксиманты, то есть замена шумного согласного на сонорный. Вот с этого момента помедленнее. Аппроксиманты – это класс согласных, для которых образуется очень широкая щель, через которую воздух идет без шума. Аппроксиманты – это самые звучные из всех согласных. В русском языке аппроксимант – это звук «и», который очень близок к гласному «и». Как сделать аппроксимант из взрывного согласного? Берем звук «б» и вместо того, чтобы плотно смыкать губы, оставим небольшую щель. «В». Вот это и есть аппроксимант. Для русского уха он очень похож на «в», и это не случайно. Русский «в» мы на самом деле произносим 2 способами, то есть у нас 2 аллофона. Первый вариант – это прикусить верхними зубами нижнюю губу, так, чтобы осталась щель по краям. «Ва», «ва», «ва». Это у нас щелевой согласный, он шумный. Второй вариант – это подвести нижнюю губу к верхним зубам, но не смыкать. «Ва», «ва», «ва». Вот это и есть аппроксимант. Только в русском языке аппроксимант будет губно-зубной, «ва», «ва», а в испанском губно-губной, «ва», «ва».
Вот по такой же схеме из взрывных звуков д, г получаются аппроксиманты д, г. По звучанию испанский аппроксимант г похож на южнорусский и белорусский г, как в слове «гагарин», только у аппроксиманта щель шире. В испанской речи звонкие взрывные согласные звучат либо после паузы, например, в начале предложения, либо после носового согласного м, н, н. Ну и еще в сочетании ЛД тоже звучит взрывной д. Beso, vaso, onda, caldo, gracias, В остальных случаях звучат аппроксиманты. lobo, todo, pagar, В конце слова фонема «д» ослабевает настолько, что в живой речи может вообще не произноситься. Madrid, И еще «д» может выпадать в окончании «адо». soldado, Но в обоих случаях можно произносить и аппроксимант «з». Madrid, soldado, В русском языке при определенных условиях пропадает разница между звонкими и глухими согласными. Например, мы одинаково произносим слова «серп» – «серп», «кот» – «кот», «мак» – «мак». В испанском языке правило такое. В конце слога нет разницы между звонкими и глухими согласными. То есть, если вы видите букву П, Т, К в конце слога, то это не значит, что там действительно звучит П, Т, К. Там всегда звонкая фонема, которая по общему правилу произносится как аппроксимант. óptimo, atmósfera, anécdota, Вторая группа шумных согласных – это фрикативные – Ф, Ц, Ш, Х. Для этих согласных воздух проходит через узкую щель, поэтому звучит шум. В испанском языке фрикативы обычно глухие, но перед звонким согласным три фрикатива Ф, Ц, Ш озвончаются и становятся В, З, Ж. jazmín, rasgo, Afganistán, В русском языке тоже есть такое озвончение. Например, мы говорим «просьба» со звонким «з». Но у нас это озвончение происходит только перед звонкими шумными согласными, но не перед сонорными. Мы говорим «смысл», а не «змызл». А вот в испанском языке сонорный согласный тоже будет озвончать предыдущий звук, как в слове mismo, Есть еще один трюк для повышения сонорности. Правда, его применяют далеко не все испанофоны. Это аспирация «эсе». Если согласный «эсе» идет в конце слога, то он произносится слабо, как выдох, или вообще выпадает. То есть звучность тоже повышается. Смотрим на карту. Аспирация «эсе» – это юг Испании, Тихоокеанское побережье Южной Америки и несколько других стран и регионов. У меня на канале есть ролик об аргентинском акценте Арагорна. У него тоже аспирация. Los más pequeños nunca han visto otros niños de su edad. Los más pequeños de otros niños. ¿Cómo es primera vez que estoy acá? ¿Cómo es primera vez que estoy? Испанский язык очень не любит, когда подряд идет слишком много согласных. В русском языке примерно то же самое. Мы говорим «солнце», а не «солнце», «сердце», а не «сердце». Но испанский язык идет дальше. Можно выбросить аппроксимант в конце слога. Все равно он слишком слабо звучит. Например, слово séptimo, может не только произноситься, но и писаться без «п». séptimo, А можно вставить дополнительный гласный. В слове estación, исторически не было начального «э», но испанский язык его добавил для удобства произношения. А мы в русском языке говорим «станция» и никакого «э» не добавляем. Кстати, испанцы обычно произносят русское «спасибо» как espasiva, Ну а теперь разберем, насколько звучное слово «Уругвай» в русском и испанском языке. Начнем с русского. Уругвай. Здесь у нас три гласных фонемы. У, А. Р в естественной речи реализуется как одноударный Р. Это сонорный согласный. Можно сказать «Уругвай». Это будет трель. Тоже сонорный согласный, только чуть менее звучный. Звук Г у нас взрывной, то есть шумный. В, как мы уже знаем, может произноситься и как фрикатив В, то есть шумный согласный, и как аппроксимант В, то есть сонорный согласный.
И краткое в позиции после гласного обычно звучит как неслоговой гласный «и». То есть это тоже высокая звучность. Можно сделать на «й» акцент – Уругвай. Тогда получится фрикатив «й». Это шумный согласный. Но в естественной речи у нас тут все-таки звучит краткий гласный «и». Итого, в самом звучном русском произношении у нас 4 гласных, 2 сонорных и 1 шумный согласный. Теперь посмотрим на испанское слово. Uruguay. Здесь 4 гласных. У, А, И. Одноударный согласный Р, сонорный. Фонема Г здесь реализуется как аппроксимант Г, сонорный согласный. И звук В, аппроксимант, тоже сонорный. Итого, в испанском произношении у нас 4 гласных и 3 сонорных согласных, то есть звучность выше, чем в русском языке. Звуки речи имеют разную относительную громкость, которую называют сонорностью или звучностью. Можно выделить 3 уровня звучности. Это гласные, сонорные согласные и шумные согласные. В испанском языке не только очень много гласных и сонорных согласных, но еще и есть несколько законов, которые превращают шумные согласные в сонорные и делают речь еще более звучной. Теперь-то вы видите, что испанские правила чтения сложнее, чем кажется на первый взгляд. Нас ждут 2 испанских хамелеона – фонемы «й», «н». Мы их разберем в новых выпусках. Изучайте фонетику.